Часть 2. Часть 2. Часть 2. Сейчас я пристегнусь. Опа. Моя любимая кепка. Любимая машина, любимая кепка. Так. Ну что, приступаем ко второй части марлезонского балета. Посмотрим, что тут Михаил Юрьевич выбрал. Сейчас мы разложим, как тут было. Примерно. О, попалось, интересно. Интересная попалась? Ну да. Приветствую. Расскажите какую-нибудь интересную историю про вашу работу, о которой не было видео на канале. Диктую ответ на первый вопрос 9-го билета. Ну, на самом деле, таких историй очень много, потому что не всегда удается ездить с камерами, а раньше вообще мы с камерами там особо-то и не ездили. С фотоаппаратом ездили, да? Да, с фотоаппаратом как ездили. пленка закончится, так все. Так а что, с пленочными ездили, фотоаппаратами даже раньше. Ну так к истории к одной. Это был 2007, наверное, год. Да, наверное, 2007 год. Была очень интересная история. Сеть магазинов «Копеечка» тогда была. И на трассе М7, объездная Сергиева Посада, машина движется в сторону области, в сторону Ярославля, уходит на встречную полосу, пробивает колесно-отбойный брус и ложится на левую сторону. Это было где-то октябрь, ноябрь примерно. На вот левую это. сторону чего ложится? На левую сторону обочины. Во. Спасибо за уточнение. То есть он лег на водительскую сторону и на сторону, левую сторону обочины. Почему я об этой истории рассказываю? У нас есть фотографии, и мы эти фотографии приложим. Это был, как мы называем, паровоз. То есть это одиночка с прицепом. Прицеп двухосный, посередине оси. Тип тандем, который называют, но на больших колесах. Все эти машины были с гидробортами. И, в принципе, разгрузить его было крайне проблематично. Да практически невозможно. Во-первых, гидроборт не было возможности открыть. А вторая была проблема в том, что все продукты, которые находились в нем, в кузове, в будке, в фургоне, находились в таких специальных контейнерах. То есть его не вытащить вручную, этот контейнер, потому что эти контейнера ставятся погрузчиком. Послали мы тогда две машины на эту работу. Volvo F10 и Iveco Евростар у нас была, которую мы сделали из Мерседеса, переделав Мерседес. И, в общем, лежит она на левой стороне, разгрузить ее нельзя. Тащить вверх это было невозможно. Почему? Потому что это достаточно долго, сложно. Пропустить стропы, там надо копать. А если просто зацепить за раму и за колеса, как обычно это делается при постановке пустых автопоездов или одиночек, то мы просто оторвем ему фургон, и все, и все на этом закончится. В общем, нашими ребятами было принято гениальное решение, на тот момент, я считаю. Они поставили одну машину наверх, а вторую машину через поле заехали к этому опрокинувшемуся паровозу. Одной машиной держали сверху, второй машиной тянули снизу. Им удалось это дело расцепить в лежачем положении. Iveco находилась внизу, заехали по полю, а Volvo F10 стояла сверху. И, в общем, получилось так, что они сначала поставили его на крышу, потом положили на правый бок, а потом уже поставили на колеса. То есть была вот такая интересная работа, ставили через голову. Все это растянулось на, я уж не помню, но, по-моему, чуть ли не на двое, на трое суток. Но это были вторые сутки. Вот. Заехали они на вторые сутки для того, чтобы вытаскивать голову. И произошло счастье. Резко потеплело, пошел дождик. И то, что было сверху коркой подморожено, тут же все раскисло. И наша Iveco, наш эвакуатор остался там. То есть он не смог ничего сделать, не двигаться, ничего, в общем. Вот. И пришлось нам готовиться, искать длинные тросы, как любят нас поправлять, Вот. Канаты, да. Тогда у нас не было, конечно, такого громадного опыта и не было такого оснащения. То есть мы нашли канаты, поставили машину Volvo F10 там
Ну, там метров, наверное, 300 было по полю. Вот. Поставили на сухое, где можно было заякориться. И в течение там 5-6 часов мы сначала вытащили свою машину, а потом еще 5 или 6 часов доставали одиночку трехосную, груженную, для того, чтобы вытащить ее оттуда и увезти. Вот такая была у нас очень интересная, нестандартная работа. Но вообще, конечно, интересных случаев очень много. Кстати, про интересные случаи. Друзья, попрошу вас написать в комментариях, как вы относитесь к перевыпускам, потому что есть много материала, можно сделать более интересный, интенсивный ролик. Может быть, с учетом накопленного опыта, есть смысл перевыпустить какие-то ролики. Я, знаешь, я вспомнил эту работу, которую мы делали, почему она отложилась еще в памяти, потому что там Михаил Юрьевич ходил по пояс в воде, помнишь, возле этого, на Горьковке, на М7, да, а потом мы его еще и грузили. Уже мы на этой были, на 112-й. У нас даже есть по этому поводу инсталляция, очень интересно. Еще одна такая история, которая очень сильно врезалась в память в мою. Это было на 107, не буду говорить в каком районе. Съехал на обочину автопоезд, провалился, позвонил нам, практически договорились. Нам перезванивает и говорит: подождите, не выезжайте, тут подъехал ДПС. Сейчас они все мне разрулят, помогут и так далее. В общем, ДПС поймали кран, просто который мимо проезжал. Уж не знаю, какими там методами они уговорили этого водителя. Краном за хвост цепляют эту фуру и пытаются приподнять и выставить ее на дорогу. Приподняли, начали выводить, трос у крана обрывается, фура так бац вниз, хоп на бок. Водитель в афиге. ДПС в афиге, быстро такие свернулись, собрались, уехали. А водитель рассказывает потом, мы потом поехали его спасать, его спасли. А водитель рассказывает, крановщик подходит и говорит, ты мне должен за порванный трос. Не всегда кран это панацея. Да, это по газовозу. Вообще он отделался, не знаю, в рубашке родился, легким испугом. У него там небольшое сотрясение, и что там у него, ушибы, и все. То есть он присутствовал, кстати, при проведении работ, так что с ним все в порядке. Я уже говорил ранее, компания «Спецбуксир» является одобренным кузовопроизводителем. Мы имеем VMI-код российского автопроизводителя, и на основании АТТС, который оформляется на конкретное транспортное средство, мы присваиваем ВИН-код, набиваем ВИН-код и получали раньше, сейчас электронные ПТС, раньше получали чистые бланки ПТСов. Я их оформлял, подписывал, и за моей подписью выдавали документы на готовую продукцию. Что же касается переоборудования, тут важно знать технический регламент, что можно делать, что нельзя. И, в принципе, процедура существует определенная, да, это получение предварительной экспертизы. Я сейчас своими словами, да, она сейчас может там по-другому называться. Предварительной экспертизы, потом вы получаете заявление. После заявления переделывается машина, получается диагностическая карта. После диагностической карты получаем заключение лаборатории о соответствии конструкции транспортного средства. И с этими документами идем в техотдел ГИБДД, все им приносим, они все это дело проверяют, забирают все эти документы, и вместо этих документов выдают ССКТС. Это свидетельство соответствия конструкции транспортного средства. Соответственно, с этой бумажкой вы уже двигаетесь в МРЭО и регистрируете переоборудование транспортного средства. Стажеры-то нам особо не нужны, нам нужны работников, мы, может быть, и будем набирать. Может быть, школу надо открыть?
Понимаешь как? Это вот у нас в России только учатся на ошибках. Как я люблю говорить, мастерство эвакуаторщика прямо пропорционально разбитым бамперам и радиаторам. К сожалению. Ну, как я и рассказывал раньше в роликах, мы с Михаилом Юрьевичем рассказывали, вот здесь будет ссылочка на предыдущий ролик такого же разговорного жанра, где мы отвечали тоже на вопросы. Если кому будет интересно, обязательно посмотрите, потому что мы там рассказывали. Если кто-то хочет попасть к нам в команду, присылайте свое резюме. Почту можно найти в контактах на YouTube о канале или в Телеграме можно нам написать. Обязательное требование категории CE, BE. Конечно, мы приветствуем опыт работы на большегрузах, на фурах, потому что без опыта работы, ребят, вы понимаете, ответственность у нас очень большая. Помимо ответственности за машину, на которой ты работаешь, ты несешь ответственность за груз, который ты везешь, за машину с грузом. Нужно учитывать очень много нюансов, потому что можно пострадать и финансово, и физически в том числе. Физически я имею в виду, можно не знаю, на ногу себе что-то уронить, придавить, прижать, все что угодно может быть. На Байкале фары обыкновенный ксенон, обыкновенный галоген. Вот здесь стоят у нас билет линзы, но пока это подменные фары. Мы как только сделаем нормальные фары, мы расскажем о компании, которая нам делает, и расскажем свои впечатления чуть позже. Страшные аварии – это когда есть погибшие. Особенно страшно, когда в машинах погибшие, есть дети. Очень тяжело на это смотреть. Но обычно мы, конечно, приезжаем тогда, когда уже МЧС отработала, потому что мы все-таки спасаем технику, а не людей. Хотя бывали случаи, когда нам приходилось спасать и людей, и не только нам, и нашим коллегам, не только в спецбуксире, а вообще в стране. Сейчас, кстати, очень меньше стало замерзших машин на обочине. Качество солярки повысилось очень по сравнению с 10-летней давностью. Особенно очень много было прибалтов, поляков, которые приезжали в Россию и заправлялись непонятно где, какой-то дешевой соляркой, где они ее брали, непонятно. У нас даже была служба, сейчас в этом необходимости нет, а до 2010 года у нас была «Газель», был топливщик, были пушки, и мы ездили, отогревали машины. То есть сейчас такая услуга актуальна ближе к... Где холодно, наверное. Где холодно, да. Или где большие перегоны. Сейчас, если и обращаются по замерзанию, это в основном по воздушной системе. Конденсат сливают не вовремя, либо что-то случилось. Но обычно это из-за конденсата. Перемерзают трубки. Мы сами с этим сталкивались, когда с Ромой ехали на спасение. Вот здесь будет ссылочка на этот ролик. Кто не посмотрел, смотрите обязательно. У нас сами себя спасали. Сами себя спасали. Ром как всегда, придумывал идеи дикие по поводу кипятком себя отлить. Я останавливаюсь и чувствую, что машина придерживает. Хотя во время движения не чувствовалось это. И выхожу, смотрю, что у меня прихватило правое заднее колесо. Пластилиновые, да? Ребят, американские грузовики по большому счету ничем не отличаются от европейских. Михаил Юрьевич сосредоточен на рулении, но иногда вставляет несколько слов. Они реально пластмассовые. То есть у них пластмассовые кабины и очень слабые рамы. Очень мало стало. Да, в центральной полосе очень мало становится американцев. Еще мы видим их в северо-западе, в Питере много. И ближе на восток, Красноярск, мы тогда, когда туда ходили, много видели там американцев, но они умирают у нас. Не знаю, сейчас за поездку видели, на пальцах можно пересчитать, мне так кажется. Я имел в виду на восток, туда дальше, ближе к Красноярску. Сейчас больше китайцев в разных Да, китайцев, конечно, безумное количество, просто безумное. Кстати, тут в ролике про выставку мне один из зрителей писал о том, что я не разбираюсь в технике. Я повешу себе небольшую медальку, с вашего позволения. Было мне 23-24 года. Я работал на муковозе в автобазе. Мука у меня было написано на борту.
Мука, да. Весь в муке и руль в руке. Мы с коллегой делили плюшки, реально плюшки, угостили нас на пекарне. Зимой это дело было, перед Новым годом. Вот. И оба, два балбеса, не слили воду. Машины у нас были на воде. Ну и утром мы разморозили как бы два двигателя. Он пошел сдаваться, его там лишили премии, а я заболел. Решил не сдаваться. Было 28-29 декабря. Я договорился с начальником ремзоны. 3 числа я приехал на работу, загнал машину в бокс. Это было, наверное, где-то около 9 утра. И до 9 вечера я со 130-го взяла в одно лицо. То есть, да, конечно, была кранбалка вот, для снятия мотора. То есть до 9 часов я снял двигатель, подразобрал его, купил в определенном магазине, тогда это только в одном магазине продавалось, в одной сети, холодную сварку, замазал это все холодной сваркой, выждал 2 часа, поставил двигатель на место, залил воду и выгнал машину в стойло. И после этого, до того, как я уволился с автобазы, я на этой машине отработал еще 3,5 года. Сейчас, конечно, я многое не могу в связи со своим физическим состоянием. Мне вообще там тяжелее 5 килограмм ничего нельзя поднимать. И ребята, и Михаил Юрьевич меня жалеют, стараются как бы отгородить меня от этого. Но хочется помогать, хочется таскать. Поэтому умели, могли, разбирались. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Согласите весь список, пожалуйста. Огласите весь список, пожалуйста. О, вот это вот, Михаил Юрьевич, это к тебе прям. Вадим и Михаил, работа выполнена на высшем уровне. Это я про газовоз так понимаю. Вопрос. Именно по этому ролику. Можно было использовать лебедку зацепом за бочку через блок телеги вместо ручной трещотки? Я что-то не понял. Имелось в виду, что бочку зацепить и поставить на место на трал? Ну, наверное, да. Ну, в смысле, на контейнеровоз. Фантазер. Что-то как-то нет у нас сейчас возможности подумать и ответить на это. Еще раз прочитай, что-то не понял. Читаю. Товарищ Крупье, повторите вопрос. Можно ли было использовать лебедку зацепом за бочку через блок телеги вместо ручной трещотки? Где талреп мы ставили как бы как страховку. Может быть, он это у нас... Идет потихоньку, да? Да, я вижу, натягивается цепь. Тогда надо было 2 лебедки там. Одно страховать, одно опускать. Ну, мы бочку держали от опрокидывания лебедкой через деревья. То есть можно было закрепиться, да, туда, где мы отпускали. Ну, можно было, да, но как бы проще было так сделать. Куда пропал Рома вместе с лайв-каналом? Ну, лайв-канал мы пока забросили, честно говоря, потому что по 2 причинам. Во-первых, все-таки это основная работа, и она попадает под основной канал. А вторая причина, потому что Рома пропал. Вот здесь просто еще один вопрос. А обленился засранец, не снимает ничего, поэтому он пропал. Так, вот тут несколько вопросов, сразу я их зачитаю. Мы с Михаилом Юрьевичем обсуждали вчера. Он говорит, мы на некоторые вопросы отвечали. Я сейчас их, ну, чтобы было не совсем, а то не совсем как бы корректно, то есть кому-то ответили. Задавали, да? Да, вопросы задавали, а мы на них не отреагировали. Расскажите о себе, как вы познакомились с Михаилом Юрьевичем. Расскажите историю создания команды, как попали в эту отрасль. На все эти вопросы мы уже отвечали. Если будет желание, вот здесь вот будет ссылочка, пересмотрите. Мы когда ехали с Красноярска, рассказывали о нас, как и что, поэтому, чтобы не повторяться, потому что многим нашим зрителям уже, кто смотрел, будет не совсем интересно. А вам, пожалуйста, милости просим посмотреть ответы на ваши вопросы. Ну вот, например, была сложная работа, про которую я рассказал выше, о том, что мы 2-3 дня вытаскивали, потом себя вытаскивали. Длинная работа была, ну, водные работы, это всегда длинные работы. Первый сложный экскаватор был тоже длинный, сколько мы, дня 3-4 с ним как бы вытаскивали, 3 дня. Ну, в основном на дороге. Ну, если, да, работы связаны там с какой-нибудь разгрузкой-перегрузкой, то они как бы длительные. И в ночное время последнее
ночью, да, не дают работать. Ну, то есть из-за безопасности, ну и мы сами как бы стараемся ночью не работать. Потому что половина ничего не видно. Даже в свете хороших фонарей, потому что будут говорить, а что у вас балок нету там световых и так далее. Все равно не видно. Ну, 112 служба спасения. Ну и просто так сложилось, когда ставили на учет, вот Так там закрыть. так попало. Не пристегнутый с телефоном в руках, и вот итог. Лучшая социальная реклама. Кстати, по поводу социальной рекламы. Вот мне кажется, вместо вот рекламы всяких памперсов по телевизору нужно крутить ролики с авариями. Ведь есть же бюджет у ГИБДД там на пропаганду безопасности дорожного движения. Полно роликов про ДТП, которые, ну, не только мы выкладываем, а всякие каналы, которые это дело как-то компилируют, формируют и выкладывают. Нужно брать это все и показывать людям, которые ездят на машинах, чтобы они понимали, что происходит. Что происходит из-за превышения скорости, что происходит из-за невнимательности, что происходит из-за использования телефона. Вот машина едет впереди, и ты уже понимаешь, что человек находится в телефоне. Машина едет неуверенно, нестабильно, то есть ты равняешься с ним или обгоняешь, он сидит в телефоне. Во многом это, конечно, касается такси. Ну и аварий, наверное. Большой процент аварий из-за отвлечения, да. Ну вот тут вопрос про Татарина. Ренат пошел работать на скорую помощь. Хотел всю жизнь работать с мигалкой. Легкой работы ему захотелось. Ренат, привет тебе. О, ё-моё, наш любимый вопрос. Конечно, армейская лучше. Саперная лопата, это, конечно, лучше. Складная. Да. Компактная, потому что... Компактная, потому что... Что могу сказать? Для того, чтобы понять, какая лопата, какой упор лучше, это необходимо две машины поставить в одинаковые условия, что в принципе невозможно. В одной песочнице. В одной песочнице, да. Поставить две машины, два одинаковых груза. Вывод лебедки должен быть на одинаковом расстоянии от земли, потому что будет разный вектор приложения силы. Одинаковый диаметр тросов. Ну, пусть будет. Потому что вес будет трасса влиять. Вес будет трасса, да. И даже если мы поставим в поле две машины рядом, не будет двух одинаковых условий. Почему? Потому что кому-то из испытуемых попадется, я не знаю, кочка травы, более в которой есть там корни, как бы и так далее, и она будет... Для этого надо сделать песочницу, просеять песок и загнать их туда. Михаил Юрьевич, как бы, ну, все прекрасно поняли, то есть, да? Это примерно как говорить о том, что лучше, Mercedes, BMW или Audi. То есть, это как с девчонками, кому брюнетки, кому блондинки. Все решают тесты. Причем везде. Вот. Для того, чтобы сказать, какой аутриггер лучше, нужно проводить тест. Поюзать как бы в разных условиях. Тут спрашивают, почему мы не используем бревна при вытаскивании. Ну, смотрите, опыт показывает, что бревна по песку не катятся. А коэффициент скольжения металла по бревну и коэффициент скольжения металла по мокрому песку примерно одинаков. Для того, чтобы бревно работало как положено, сначала нужно положить, условно говоря, обзовем их лагами вдоль бревна, а потом положить поперек. И уже каким-то образом этот объект, который весит 300-400 тонн, накатить на эти бревна, в общем, это там нереально. Бревна идеально использовать в качестве горки для того, чтобы тащить вверх. Допустим, это да, можно использовать бревна, можно использовать какую-то большую трубу, чтобы трос не зарывался в землю. А вот подсовывать под объект, ну, практика показала, что бессмысленно. А тут, видишь, вообще, мужики стараются делать, но опыт и нехватка. Да, мы не и технически слабоват, но респект заслуживает. Мужики стараться делать, но опыт, нехватка и технически слабоват, но респект заслуживает. Спасибо за отзыв, мы учтем. Будем стараться набираться опыта. Нет, не отказались, мы с Омрсом поддерживаем отношения, но с учетом того, что
курс евро заставляет желать лучшего, и логистика тоже никаким образом не решает ничего. То есть пока нет перспектив. Маленькие встречи с подписчиками обязательно. Учтем. Встреча с нами зависит от вас. Хороший слоган для футболки. Спасибо, учтем. Сепсон не боковая лебедка. Сепсон, да, но не боковая лебедка. Это идея вообще ноу-хау Михаила Юрьевича. То есть до этого мы нигде этого не видели, и никто этого не использовал никогда. Мы видели подобное, но чтобы вот именно так в компоновке поставить условно третью лебедку, это наша разработка, наша ноу-хау, там, вплоть, не знаю, просто у нас патенты не работают, а так можно было, конечно, патент делать на это дело. Она нас на самом деле очень спасает. Лебедка с тяговым усилием 15 тонн стоит у нас. Стояли лебедки у нас и слева, и справа, но мы лебедку одну сняли, чтобы поставить ее на Байкал. Вот, потому что Байкал у нас тоже кюветная машина. А боковые лебедки, это стоят лебедки итальянского производителя компании Brevini, так же, как и основные две, 20-ка и 30-ка. Это боковые лебедки. А Сепсон это задняя лебедка. Просто мы уже... лебедках 20 тонн. Да, в боковых лебедках, ну ты вон там, вот там у тебя камера, можешь сказать. Да, вот точно камера. 20 тонн. В боковых лебедках 20 тонн. То есть сейчас на машине у нас стояло 7, сейчас на флагмане стоит 6 лебедок. Передняя лебедка на 7 тонн, 2 боковые лебедки на боковых аутриггерах по 20 тонн, 30 метров, там компактные барабаны, поэтому там каната мало. 2 основные лебедки, которые стоят за кабиной на кронштейне, верхняя 20 тонн и нижняя 30 тонн, поэтому на сленге, когда мы обсуждаем что-то, мы говорим либо 20-ка или 30-ка. И маленькая лебедка, которая стоит сзади на заднем свесе, на ноге. Ну, кстати, вот да. Человек-то пишет про ногу, он имеет задний аутриггер. А когда мы говорим о ногах на нашем сленге, мы подразумеваем передние боковые ноги. Производитель этой лебедки компания Sepson. Это шведский мировой лидер производства лебедок, одни из самых лучших лебедок вообще, вот прям реально. И поэтому, если нужна какая-то работа маленькой лебедкой, мы говорим о Sepson. То есть, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Во-первых, а кто сказал, что мы не используем башмаки? Я вот что-то первый раз слышу об этом. Я тоже не понимаю суть вопроса в данном случае. Не используем для чего? Для подъема или для Нет, чего? если машина на уклоне, мы всегда используем башмаки. Да. Даже вот, газовоз, когда расцепляли, мы башмаки его использовали. Да. Максиму говорили, достань башмаки. Перед тем, как расцепить машину, мы использовали башмаки. Нет, башмаки мы используем. Просто для каких целей? Чтобы машина не откатилась. И может быть имеется в виду, что башмак подставлять, когда ты опрокидываешь, чтобы типа она не скользила. Да, она также будет скользить, если ты с башмаком вместе. Если ты ее тянешь. Были случаи, я видел и в роликах где-то ставили, и мы как-то еще по молодости ставили, но потом его вообще вытащить, и колесо можно попортить этим башмаком. Да, он ломается. Ой, ребята, вы нас, конечно... Здорово, конечно. Вопрос такой, почему бы вам для таких выездов не держать что-то вроде пожарной машины? Самый простой вариант – куб воды и помпа. В полях, например, есть подобная техника. У нас и так машина весит 30 тонн. Нам еще куб воды, чтобы с помпой, чтобы по весам вообще не проходить пустыми. Вопрос 2. Если у вас прицеп для трактора, мало ли где-то что-то подкопать. Это нам трактор предлагают? Есть у нас прицеп для трактора. Можно ли к эвакуатору прицепить прицеп? Конечно, можно. Несколько раз вы это видели в роликах, как с машины ездит с прицепом. Была очень интересная история у нас с Юричем. Нам нужно было в Питер. Мы в Питере покупали машину, из которой потом делали эвакуатор. И так совпало, что позвонил знакомый, и нужно в Питер, чтобы потом в Финляндию отвезти машину на прицепе спортивную, раллийную, тренировочную, класса N4. Отличная машина была, я на ней потом в Финляндии катался. Надо в видео найти, как я ее там чуть не положил, в уши чуть не сделал.
И, в общем, я говорю, да, конечно, отвезем. И мы зацепили легковой прицеп. На нем стояла эта раллийная Subaru STI. И было очень интересно ехать, потому что хорошо камера присутствует, да, следить за прицепом, потому что в зеркала было вообще ничего не видно. Соответственно, она узкая, то есть и машин было не видно. Да, не потерялась ли. То есть, а потому что ты, когда ты едешь там на легковой машине или там на среднетоннажнике на каком-нибудь, ты чувствуешь прицеп, что он у тебя там сзади есть, он тебя там толкает. Когда у тебя зацеплен прицеп, который весит там, ну сколько там, ну 2,5 тонны с прицепом все это весило. То есть ты вообще даже это не чувствуешь, вообще там и периодически приходилось ехать, ну практически всю дорогу ехали с включенной камерой, смотреть, чтобы нигде ничего не потерялось. Ни прицеп, ни машина. Смотрел на американскую работу спастраков на Discovery. Да, они дети в сравнении с нашим спецбуксиром. Да нет, почему они дети? Они работу делают свою. Ну, никто не спорит. Пурги нагнать могут. Ну, пурги нагоняют как бы не они. Пурги нагоняет канал Discovery, который нагнетает для обывателя. Ой, все сломалось, все там полетело, сейчас может произойти то-то, то-то. Наши работы, я говорю сейчас за работы не только спецбуксира, а за работы вообще всей нашей службы, всех наших коллег, работают наши намного лучше, нежели, ну, возьмем так, американцев. Мы делаем работу гораздо меньшими затратами, меньшим количеством техники, гораздо дешевле, чем это стоит там. Хотя, повторюсь, что стоимость техники у нас дороже, чем в Америке и чем в Европе. Для меня было открытием, когда я раньше смотрел эту ледяную дорогу, или шоссе через... Ледяная дорога – это про норвегов, шоссе через ад – это про канадцев. Я вообще не понимаю, почему они не работают с дистанционным управлением. Для меня это безумная загадка, почему они так не делают. Вот он стоит на рычагах, вот так вот пригнулся и говорит, сейчас может оторваться трос, порваться. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, как слышно. Твою мать, возьми пульт в руки, отойди в сторону. У вас на всех машинах есть пульты. Вот на ротаторах они работают с пультом, а на всем остальном они работают на рычагах. Ну и второй момент, что мы относимся к технике гораздо аккуратней, нежели в Америке. Но это обусловлено тем, что у них все застраховано, и даже чем больше будет нанесено повреждений в процессе эвакуации, отчасти это даже самому хозяину лучше для того, чтобы машину, ее дальше затоталят, то есть утилизирует и все, он получит страховку, и ему битая машина не нужна. В 90% случаев там машина уходит уже под списание, и поэтому они особо не церемонятся. Нам же, конечно, приходится относиться к этому гораздо скрупулезнее, стараться сохранить, даже не то что сохранить, не наносить, во-первых, повреждения, а если они неизбежны, чтобы они были минимальными. Да ничего не мешает. Придет время, и на КАМАЗах будем ездить все. Просто, например, почему мы разобрали свой КАМАЗ, который был на шасси на 8х8. В первую очередь, это слабые мосты. Они не держат нагрузку необходимую. Второе, машина очень тяжелая. При работе на асфальте она экономически невыгодна, потому что резина дорогая, трется очень быстро, расход топлива очень большой. А если использовать машину на бездорожье, то машина очень тяжелая, и она по бездорожью не едет в том виде, в котором она должна ехать. Поэтому вот мы и разобрали. И еще главный момент для основной работы, если по дороге, это тормозная система. Тормозная система имеет 6,5 килограмм, и ей практически невозможно растормозить никакой автомобиль. То есть это нужно ставить еще один компрессор, да, или кучу большую ресиверов. Вот эта машина, имея на борту 9 килограмм, мы сейчас подняли ей давление, то есть 9 килограмм, она с 9 килограммами не все растормаживает, потому что есть машины, у которых клапана открываются там 10,5 бар, то есть ты ее накачать не можешь, приходится использовать специальную пневматическую машинку,
по принципу паровой машины она работает, как бы, и она догоняет системе буксируемого воздуха. Очень часто, не все, есть как бы вполне нормальные клиенты, но очень часто клиенты, заказчики, словом клиент мне как не нравится, заказчики это прям партизаны, из них нужно клещами тащить всю информацию, чтобы они рассказали, где, как и что. Ой, там у меня машинка провалилась одним колесом, приезжаешь, он на боку лежит. Ну, сначала уже провалилась одним колесом. Или экскаватор, да, застрял. Начали откапывать. Ну и закопали. Проблема, да, что начинают экскаваторы спасать своими силами, начинают его обкапывать. Ну, мы уже где-то это рассказывали, да? Начинают его обкапывать и осаживают его как бетонное кольцо. Бывает так, что гораздо быстрее и дешевле спасти, если он застрял чуть-чуть. То есть приезжает машина, экскаватор работает, у него ковш работает, может где-то сам оттолкнуться, подтянуться, чуть-чуть ему помочь. Это и дешевле, и быстрее, но ребята начинают спасать своими силами, усугубляют ситуацию, а потом уже... Потом героически преодолеваем эти сложности, да? Как ищете клиентов? Ну, мы клиентов не ищем, и клиенты сами нас находят. Историю успешного бизнеса, наверное, мы будем рассказывать в мемуарах, когда отойдем от этого бизнеса. Понимаете как? Любая история успешного бизнеса – это кропотливый труд, бессонные ночи, выросшие дети, которых ты не видел и не помнишь их маленькими. Это все истории как раз успешного бизнеса, потому что ты уходишь на работу, они спят, ты приходишь на работу, они уже спят, у тебя нет ни выходных, ни проходных. Если ты работаешь там на заводе токарем, к примеру, как бы дверью хлопнул, и до следующего утра, до 9 часов вечера тебя вообще ничего не беспокоит, в принципе. А у руководителей, у них постоянно нужно решать какие-то проблемы. Конечно, сложность зависит от времени года, и зимой работать намного сложнее, и на кюветах. Даже элементарно в том, что на тебе просто одето больше одежды, то есть ты двигаешься гораздо скованнее, мокрый весь, до трусов бываешь. Что касается ДТП, зимой как бы больше спрыгов таких, как мы их называем, не сильных, летом ДТП меньше, конечно же, но тяжесть последствий ДТП летом гораздо больше. Это связано все-таки со скоростным режимом, то есть скорости зимой меньше, летом больше. Зимой еще сугробы, которые гасят не колебания, а гасят инерцию эту. Кстати, сугробы очень сильно гасят инерцию. Главное не торопиться, и все будет в порядке. Забыли про Балакова, как бы там несколько вопросов было. Балаковский ролик будет, там очень много разрозненного материала, и его нужно собрать в одну кучу. Вот. И его надо сделать, чтобы мы с Михаилом Юрьевичем посмотрели, вспомнили, восстановили в памяти как бы процедуру, записать какие-то комментарии и так далее. Но это растянулось на большое количество времени, и находиться там оператору, снимать как положено, как бы как видео для ролика такого настоящего, это практически было нереально. Кстати, вы знаете, вот вы многие нам где Балакова, а у меня вопрос, а где просмотры с Балакова? То есть мы там, простите меня, усираемся, там пишем видео, монтируем ролик, а у Балакова просмотров нет. То есть как бы получается, что большинству неинтересно. Так что вы, ребята, давайте тоже нас не подводите. Ну, в общем, практически обо всем мы рассказали. Если я упустил какой-то вопрос, ну, значит, ребят, не обижайтесь. В следующий раз мы обязательно на него ответим. Вы напишите, когда будет следующий. Будем делать ролик разговорного жанра в следующий раз, что мы вот не ответили на ваш вопрос. Надеюсь, как бы все ответы вас удовлетворили. Не обессудьте, если где-то что-то не ответили. На этом мы будем с вами прощаться. Всем всего доброго, берегите себя, пока. Вот смотри, без руля едет.